Друзья, всем приветики, с вами опять я, Дмитрий, и мой канал Дмитрий Холланд. Если кто меня не знает, я буду сейчас представляться, а то вы думаете, о, кто это, что за чувак такой? Я 25 лет живу в Нидерландах, и 25 лет назад я уехал вот из этого города, который сейчас снимать буду для вас. Это город Гродно, который находится в Западной Белоруссии. Мы сейчас идем по Советской площади, улице. Вроде так она называется, потому что за 25 лет город так изменился просто. Он стал такой, и просто я его не узнаю. Ну, я часто, конечно, сюда приезжаю. Последний раз 3 года назад был. И каждый раз, когда приезжаю, абсолютно что-то остается неузнаваемое. Ну, эти улицы, конечно, я узнаю. Вот, но все, тем не менее, город очень-очень хорошеет с каждым годом. Кира смотрит и улыбается. Кстати, я хочу вам сказать, что в этом городе снималось огромное количество фильмов. Серьезного. Сейчас я иду в место, да, где снимался, если кто помнит, люди, там, которым там 40-50 лет, фильм такой был знаменитый «Меня зовут Арлекино». Очень, я его раза 3-4 смотрел. Вот, и сейчас вам покажу место, где снимали этот фильм. Конечно, снимали очень знаменитый советский фильм «Белые росы». И я сейчас вам дам такой список, раз, два, три, вот смотрите, где-то здесь список, какое огромное количество снималось фильма здесь. Даже я в «Трое лодки, не считая собаки», оказывается, какая-то часть из сцен тоже снималась в Гродно. Так что сейчас я вам что-нибудь покажу интересненького. Друзья, ну вот смотрите, мы подошли к месту, где снималось. Ну, здесь немножко, конечно, сейчас все это поменялось. Вот, выглядело немножечко по-другому. Все, конечно, стало интересно под старину такую сделали, все облагородили. Вот, но вообще именно вот на этом месте, когда они там тусовка сидели, и снимался фильм, одна из сцен фильма «Меня зовут Арлекино». Так, памятник в этом здании. Здесь в июле-сентябре 1920 года находился Гродненский военно-революционный комитет. Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Он здесь жил в этом здании. О, классное здание выбрал для жизни. Цель нашей остановочки Хинкальна. Сейчас посмотрим, что здесь за хинкали по-грузински. Ну, хинкальная, то есть здесь грузинов нету, но надеюсь, что белорусы переняли хороший рецепт. Да? Вы гарантируете? Хорошо. О, сори. Ну, так вот выглядит, смотрите, друзья, хинкальная в местном городе, в этом городе. Даже музыка классно играет. Друзья, продолжаю знакомить вас с городом Гродно. Завтра мы увидим все своими глазами. Дело в том, что мы наняли профессионального гида, и он расскажет про историю Гродно, познакомит с какими-то самыми значимыми достопримечательностями в центре города. А вот я сейчас отъехал немножко от центра. Вот, кто гости города Гродно, советую посетить этот огромный торговый центр, который построили. Вот, если вам ориентир брать, вот такая вот церковь напротив. Вот такие вот дома там стоят. И сейчас на экране вы увидите название улицы. Так вот, построили этот огромный развлекательный торговый центр. Вот так, я его не знаю, сейчас попытаюсь передать это все, да. Вот, сейчас мы зайдем внутрь, я поснимаю там, может быть, цены какие-то. Может быть, кому-то просто интересно. Вроде где-то как читал, что это один из самых больших торгово-развлекательных центров в Республике Беларусь. Давайте зайдем внутрь, посмотрим. Заходим, вот, смотрите, первый этаж, северная парковка. Здесь север, юг, запад, восток. Макдональдс еще работает. Что тут? Посмотрим. Вот. Все в стиле, чисто как в Европе. У той Европе. Тут у нас дальше снимаем. Так, это сейчас наверх зайду, посмотрим. Здесь магазин, продаются мили. Не знаю, мили, правильно это я читаю, садовый центр. Пожалуйста, все для садика, для садового инвентаря. Садовый инвентарь продается. Так, тут фонтанчик, можно покупаться, какие-нибудь различные праздники. Так, друзья, знаете что? Я сейчас встретил своего одного давнишнего приятеля, вместе в школе учился. Он здесь является каким-то директором, ну, без разницы каким, он просил его не показывать. И он сейчас решил, я не решил, я попросил его очень сильно, чтобы он провел экскурсию по этому торговому центру. Он рассказал немножечко вкратце. Ну, в общем, здесь огромный грандиозный проект. Это просто, это, по-моему, самый большой проект, торгового центра. В Гродно, в Гродненской области, да. А в Беларуси? В Минске есть, например, Данамол, тоже крутой. Тоже круто.
Ну так. Ну да, короче, скажем так, что это один из самых их больших проектов. Мы сейчас куда-то поднимаемся, вот видите, вот здание вот такое, там 12 этаж, и оттуда посмотрим, что, какой вид открывается. Не переключайтесь. Так называется Тринити торгово-развлекательный комплекс. Вот смотрите, друзья, сейчас мы, вот этот, то есть мы едем вот в этом, как это правильно? Нет, лифт, да, в этом здании, бизнес-центр, да, вот, то есть вот Паша рассказывает, что здесь находится, снимает офисные помещения айтишники, другие представители IT-культуры. И вот посмотрите, какой офиг. Слушай, вообще такой классный вид на Гродно открывается. Вон там, смотрите, Азот. Сейчас мы все, я вам, короче, покажу. Наверное, там будет интереснее посмотреть это все. С другой стороны, у нас трехуровневый парк. Так, вот, да, паркинг здесь. Смотрите, вон там дальше, да, фуры разгружаются, ну, которые привозят продукцию для магазинов. Ну, как я сказал, Азот, то есть выпускает селитру и другие удобрения, которые, кстати, вот видите, он работает, а в Европе многие закрылись. Почему? А потому что газ дорогой, друзья, а газа очень нужно много для производства удобрений. И вот так вот немножко Гродно сейчас покажу вам. Ага. Да, смотрите, вот только что я сказал, вот еще раз, может быть, даже сами гродненцы будут смотреть мой канал, да, вы сами удивитесь, ну, есть молодые, которые родились в 90-х годах, в начале 2000-х, например, или в 2010-м. Так вот, этот район тоже, когда я уезжал, это вот конец 90-х годов, это все построено, район. Вишневец, там идет, там дальше Ольшанка идет, так называемая. Ну вот, просто это для гродненцев сказал. Конечно, меня смотрят люди с разных стран, просто я вам показываю, как вот живет такой вот белорусский город Гродно, который находится на границе с Польшей. И вот такие вот, посмотрите, какие замечательные виды. Посмотрите, как выглядит все чистенько. Ну, Беларусь славится тем, что очень чистая страна. Посмотрите, все ухожено. Вот. Дальше, Паша, телепорт, что это такое здесь? Всякие вот виртуальные эти. Ага. Покататься. Да. Все, вот, слушай, прикольно. Так, смотрим дальше. Так, давайте. Семейный центр для детей. Ага, и там, то есть, можно какие-то Они там гасятся себе. проводить какие-то эти. Да, Слушай, да. кто-то же придумал это вот все. Ну, это какая-то фирма, да? Ну, смотрите, как красиво украшено. Так, здесь PlayStation, которая еще не забанена. Да. 7D Cinema, ну, прикольно. Вот кинотеатр Moons. Очень крутая сеть кинотеатров. Пойдем. Ага. Так. Вот здесь, в смысле кинозал, просто где можно фильм смотреть, да? Да. VIP-кинозал. 3D есть здесь? 3D? Все есть. Ага. Здесь есть Просто. всё. Ага, отлично. Друзья, смотрите, это дизайнерский туалет, который как называется? Который называется ЗАГС. А где здесь жених и невеста? Я пока жениха вижу. А ну-ка, невеста. Так, это для девочек. Кира, ты ходишь в туалет? Я сейчас иду в туалет схожу. Тоже вот дизайн, Терра-кафе, так называется. И вот смотрите, как дизайнер оформлен. Ну, просто я люблю такие вот всякие вещи дизайнерские в плане поглазеть, не купить, а поглазеть. А то сейчас вы думаете, какой-то богатый блогер снимает, хрен мы будем классы ставить. Так, какой же это торговый центр без спортивного зала? Ну вот, пожалуйста, друзья. Ну, в Голландии не удивишь, там есть и побольше. Возле нашего дома там, ну, может быть, даже и больше, я так думаю. Это у нас Данила качается, сын. Так, друзья, сейчас я вам покажу еще что-то. Продолжаю знакомить вас с городом Гродно и как отдыхают гродненцы. Мы сейчас находимся на туристической базе отдыха, которая называется Привал. Это на берегу Немана. Вот сейчас я вам все покажу. Просто вот решил вам съездить сюда, на эту базу. Как раз у нас тут мы отмечаем Крестины. И показать, как отдыхают гродненцы в свободное от работы время. Вот. Так что, если вдруг кто-то окажется в Гродно, пожалуйста, это не реклама этого заведения. Это туристическая база открыта ее открыли и заинвестировали табачная фабрика. И вот такое вот шикарное место. Сейчас вам покажу. Так, здесь можно просто гостиницу отдохнуть. Вот, посмотрите, сейчас медленно так вот. Видите, как выглядит различные виды всяких здесь для детей создано. Вон там, пожалуйста, видите, дальше можно детям полазить. А мы сейчас идем на реку Неман. Так, ну, смотрите, вот так вот гостиница выглядит на привале. Сейчас я вам покажу, как номера выглядят. Вон, посмотрите, как красиво. Все так сделано под старину, наверное. И вот нам любезно предоставили
разрешили поснимать номер. Посмотрите. О, вообще супер. Друзья, я себя почувствую сразу вельможей каким-то королем. Вот, видите, сейчас вам... Я, кстати, постоянно, когда бываю в каких-то отелях, снимаю номера вам. Вот, пожалуйста, из Гродно номер. Смотрите, свет, пожалуйста, есть банные полотенца, вон висят, халаты, душевая кабинка. Ну, вообще супер. Так, здесь шкаф. Ну все, идем дальше смотреть Неман сам. Так, это вот, смотрите, Неман течет. В ту сторону у нас будет Литва. Тут, наверное, километров 20 и будет 25 до Литвы. Вот, и здесь есть, пожалуйста, волейбольная площадка, теннисные корты. Вон, пожалуйста, какие-то мини-футбол можно погонять. Ну и вот сам так здание это отеля выглядит, который только что я вам показал. Я продолжаю знакомить вас с Гродно. Смотрите, вот видите, сейчас в этом году небывалый бум туризма в Гродно. Вот видите, это еврейская синагога. Ну, сейчас вы все посмотрите. Сейчас мы вам организуем виртуальную экскурсию, а для нас она будет вживую. Вот, видите, сколько народу стоит на экскурсии. А мы идем сейчас смотреть очень интересную экскурсию. Не переключайтесь. Это есть, она, а почему Калужская? Ну, это Борисоглебская. Ага. Сейчас, Борисоглебская крепость. Ой, церковь. Борисоглебская церковь, вот, потому что освящена она в честь святых Бориса и Глеба, ну, который святополк окаянный когда-то приговорил, первые святые, то есть Руси. Вот. Ну и которые сделаны, они уже сделаны кирпичом 16 века. Значит, что Борисоглебская церковь еще украшена вот майоликовой плиткой. Вот эта вот плитка, покрытая глазурью, она называется майолика. Вот. В X веке у нас уже было поселение на территории Замковой горы, куда мы сейчас пойдем. В XII столетии, когда и строилась Борисоглебская церковь, наш город представлял из себя, значит, деревянный Кремль с внутренней городской застройкой. Единственные два здания, которые были каменные, это так называемая Нижняя церковь и Княжий терем. Княжий терем — это тот, который когда-то загорелся, и откуда, значит, Петр Меланек и вытащил свою красавицу Гражину. Вот он, Княжий это терем. рисунки или это гравюры какие-то? Это не гравюры, Или это восстановление. Ну да, ну да, предполагаемые, грубо предполагаемые на основе Ну, раскопок. Вот, и прочих. Это Замковая гора, да? Да, это Замковая гора, это. это не это. Вот. Значит, в 15 столетии, вы посмотрите, при князе Витовте, вот, который был поставлен на княжение в 1370 году, ему было 20 лет от рождения, рожден он в 1730 году. Короче говоря, вот молодой амбициозный князь перестраивает Замковую гору в фортификационное сооружение для защиты от крестоносцев. Вот. Ну и смотрите, уже у нас меняется вера. Посмотрите, здесь уже стоит католический храм, так называемая Верхняя Церковь. И при Стефане Батории, который уже во времена Речи Посполитой, у нас, получается, Стефан Баторий перестраивает эту Замковую гору уже в дворец для комфортного проживания себя, любимого и же с ними. Вот примерно вот такая история. Вот по итогу. Здесь достаточно после дождя, конечно, будет аккуратненько держитесь. Да? Вот это вот эта вот лестница, она получается первая лестница от основного города к храму. Вот. А вон та, которая вторая, она уже построена была гораздо позже, уже такая. Ну и по итогу, когда примерно предположительно построили эту лестницу? Ну, предположительно, то есть историки говорят про 16 век, но я склоняюсь к мысли, что это все-таки 12. Вообще это старый замок. Старый замок. Ага. Да, это старый замок города Гродно. Вот. Я сейчас вам покажу, какой он должен быть. Башню. Вот сейчас я вам В смысле, покажу. как вот Мы восстановили? сейчас вот Вот только так. восстановили вот так. Ага. Все, я понял. Как будет восстановлен Да. вот этот замок, который сейчас показал? То есть... Это вот это католическая? А что будет Сейчас достроено? подождите. Старая Ага. церковь или новая церковь? Сейчас я все расскажу. Сейчас поэтапно отвечу на все вопросы. Значит, Да, вот видите, слышали что? Если не слышали, спросите в комментариях. То есть, что здесь было?
Конюшня, Королевские Королевская конюшня. А сейчас это? А сейчас здесь вот пожарная часть, первая пожарная Ну и часть музей, города соответственно, Гродно. да? И, соответственно, музей пожарного дела города Гродно. Друзья, гродненская шутка. Ну вот я вам только что показал пожарную каланчу и пожарную часть. Ну вот посмотрите, вот пока я сейчас приближу лица людей, постарайтесь посмотреть внимательно лица людей. Я вот медленно так вам показываю. Может быть, кто-то напишет в комментариях, кого вы узнали. Вот я сейчас показываю, еще раз приближу. Вот так вот, смотрите, да, вот еще раз вот так быстренько покажу. Вот. И, ну, уже просто закадрово мне тут говорят, это художник, который расписывал вот это здание. Он нарисовал лицо Мона Лизы, она же Джоконда, которая находится в Парижском музее в Лувре. Видите? Вот такая вот гродненцы шутники. Ресторан «Бакс» открыт здесь потому, что, значит, Леон Бакс является уроженцем города Гродно. Он был ведущим художником у Дягилева в знаменитых русских сезонах во Франции. Хоральная синагога, построенная итальянским архитектором Гуччи, вот, в стиле еврейской барокко. Вот. Вторая вот часть вот эта немножко построена позже, а та основная часть, мы сейчас туда попробуем ворваться. Гродненская хоральная синагога вот итальянского архитектора Гуччи в стиле еврейского барокко. Вот посмотрите, здесь преобладают, значит, растительные орнаменты. В основном это виноград, вот, и гранат. Гранат символизирует, то есть там сколько-то там молитв, там, которые... Вот посередине стоит вот такое вот, где читается Тора, это музей истории религии. Там есть такой обширный дворик, в котором есть еще что посмотреть. И я вас туда приглашаю. Проходят еще такие мероприятия, как концерты, спектакли. Вон там вот ставится сцена, я неоднократно ставил ее и сам. Ну и когда-то здесь тоже, в общем-то, работал, потому что я для этого музея восстанавливал музыкальный инструмент, пианино, значит, или эскиз вот этой вот стелы, которая там лежит. Ага. То есть, которая на стене висит. Во время войны? Эскиз. А во время войны это было гетто, да? Вход? Да, вход в гетто вот здесь было. Все было огорожено, вот этот еврейский квартал, и там было гетто. А это вот дом рыбака, новый. Друзья, вот примерно где-то красная линия. Вот здесь будет восстановлена, возможно, да, то есть ратуша, которая была снесена в каком примерно году? Снесена она была после войны, примерно в 61 году. Да, ну вот сейчас вот так выглядит сейчас Советская площадь. Вот так вот. То есть, а раньше стояла ратуша. Конечно, надо было восстановить. Ну, это дворец культуры текстильщиков. Это уже при Сталине построено. Вот. А мы идем дальше смотреть и знакомить вас с этим чудесным городом. Пока сделаю, друзья, небольшую паузу, покажу вам изделия местных умельцев, мастеров. Вот здесь вся улица, если вот так вот посмотреть, вся улица Советская, да. Ну, вон там везде, может быть, сейчас подойду, поснимаю. Вся заставлена местными умельцами, которые продают свою продукцию. Думаете, почему стоит коляска здесь? Вы думаете, что кто-то оставил ее без присмотра? Нет, друзья, смотрите, если люди, наверное, за которым 40-50, помнят такой вот фильм, который вышел на экраны в 1983 году, кинофильм «Белые розы». И вот здесь именно, вот видите, сейчас вот это здание, которое показано из кадров фильма, вот Краченцев идет. Вот только что мы пришли, она вот там на углу. И здесь вот эта коляска с бутылками разбилась, когда, помните? Вот отсюда выходит, мы да. поворачиваемся, и вот мы видим водоем. Ага, вот, и вот это, да. Вот оттуда он выходил. Так что город Гродно очень кинематографичный, извините, мой русский иногда хромает. Вот, а мы идем дальше. Столыпинские реформы, в общем-то, придумывались вот в этих кабинетах. Ну, да, он был. Ну, а потом на повышение пошел, уже поближе к царю, а потом поближе к царю. Там та часть очень старых домов, которые еще были там заложены, и около того
то есть до Антония Тизенгауса. Там его Стефан Батория, да? Как бы условно делим город. Условно. Ага. Это не историческое, это мое личное Да. мнение. Да. А вот это часть города. То есть Антоний Тизенгаус после того, когда королем Речи Посполитой стал Станислав Август Понятовский, он призвал в этот город своего друга и соратника Антония Тизенгауса, с которым они были дружны еще по детству. И вот Антоний Тизенгаус взялся за этот город очень крепенько. И он свой деловой центр отнес, скажем так, на окраину тогдашнего города. Вот это в районе Швейцарской долины, которая расположена в городе Гродно, на окраине стоит на отшибе маленький такой двухэтажный домик. Это масонский дом города Гродно. То есть здесь заседала масонская ложа города Гродно. Дело в том, что в 1760-х годах все люди, которые достигали каких-то вершин в управлении, в политике, обязательно были членами одной из масонских лож. Кирха построена на месте бывшего трактира. Этот район когда-то занимали иностранные специалисты, в основном из Германии, и потому было решено построить для них культовое сооружение, как кирха. Сейчас оно до сих пор работает, но в советские времена здесь был когда-то Гродненский архив. Ну, сейчас здание восстановлено, в нем проходят концерты органной музыки, а также богослужения для этих самых протестантской общины. Вот такой веселой ноткой я заканчиваю этот свой фильм про Гродно. Надеюсь, вам все это понравилось. Вы поставили лайки. Вот здесь вот такой вот хороший ресторан, бар. Мы здесь будем отмечать мое 50-летие. Так что жду ваших поздравлений, лайков. И всего наилучшего вам. До новых встреч. Я бы хотел добавить, что чисто случайно сегодня день пожилых людей. С чем мы Диму и поздравляем. А я пожилой, ну да, уже 50 лет, это пожилой, ребят, парень. Мы вроде уже не пили, вон там все. Здесь все Дюша, Метелкин, Стас. Все, до новых встреч в эфире.